Всем привет! Сегодня мы с вами будем вязать вот такую балаклаву из плюшевой пряжи, и я желаю всем приятного просмотра. И сегодня буду использовать вот такую плюшевую пряжу. Здесь у нас на 100 грамм 120 метров. Для нее буду использовать крючок номер 5, а также нам понадобится иголка с большим ушком. Теперь берем рабочую нить и располагаю ее вот таким образом. Теперь берем крючок и подкладываем его под нить. Далее крючок проворачиваем. Далее нужно набрать первую воздушную петлю и делаю это вот таким образом. Завожу крючок, подхватываю нить и протягиваю ее через петлю, которая у нас была на крючке. Мы набрали с вами первую воздушную петлю. Далее вот так вот придерживаю вязание, завожу крючок и набираю вторую воздушную петлю. Петли сильно не затягиваем. Теперь опять завожу крючок под нить, подхватываю ее и через петлю, которая у нас на крючке, вывожу. У нас уже 3 воздушные петли набраны. Далее опять 4. Завожу крючок, подхватываю нить, 5-я петля. И набираем теперь такое количество воздушных петель, чтобы вот эта наша цепочка равнялась 32 сантиметрам. Я набрала 40 воздушных петель, что равняется 32 сантиметрам в длину. И теперь дополнительно набираю еще 2 воздушные петли. Первая, вторая. И теперь в 3-ю воздушную петлю мы с вами будем провязывать первый полустолбик. И делаются они следующим образом. Я делаю накид вот таким образом, подхватываю нить и теперь отсчитываю 2 воздушные петли. Вот первая, вторая. И вот сюда, в 3-ю воздушную петлю, мы начинаем провязывать. То есть ввожу крючок вот таким образом за одну стенку. Подхватываю рабочую нить и вытягиваю. На крючке у меня получается 3 петли. Далее подхватываю нить, подтягиваю ее через все 3 петли на крючке. У нас с вами получился первый полустолбик. Таким образом, нам нужно провязать 35 полустолбиков. Делаются они еще раз следующим образом. Я делаю накид, вот так, нахожу следующую воздушную петлю, вот она, вот у нас стенка. Ввожу крючок, подхватываю вот рабочую нить, подхватываю рабочую нить и вытягиваю ее. На крючке у меня 3 петли, я подхватываю нить и прохожусь через все 3 петли на крючке. Еще раз повторюсь, у нас должно получиться 35 полустолбиков. Провязала 35 столбиков, и если вот таким образом посмотреть, вот здесь у нас будет низ изделия, а вот это макушка. Поэтому я здесь провяжу 5 столбиков без накида, для того, чтобы когда мы будем с вами затягивать макушку, она не слишком топорщилась. И столбики без накида вяжутся вот таким образом. Я не делаю накид, а сразу ввожу крючок в воздушную петлю. Вытягиваю нить. И у меня на крючке только 2 петли, поэтому я провязываю только их. Далее опять не делаю накид, ввожу крючок в следующую воздушную петлю, нить вытягиваю и провязываю второй столбик без накида. Нахожу 3-ю петлю, ввожу крючок, вытягиваю нить и провязываю. Далее нахожу 4-ю петлю, провязываю 4-й столбик и последний 5-й столбик.
Всего у нас получается 40 столбиков. Далее мне нужно набрать одну воздушную петлю. Это мы с вами уже делали. Теперь вязание разворачиваю вот таким образом. Далее мы будем вязать за заднюю стенку петли. То есть у каждой нашей петельки есть две стенки. Вот передняя и задняя. Мы будем сейчас подхватывать заднюю стенку. Поэтому я вот таким образом за заднюю стенку петли завожу крючок, нить вытягиваю и провязываю первый столбик без накида. Далее нахожу вторую петлю, завожу за заднюю стенку петли крючок, подхватываю нить, вытягиваю и провязываю второй столбик без накида. Нахожу третью петлю, ввожу крючок, провязываю третий столбик. Далее четвертый столбик. И последний пятый столбик. Теперь нам до конца ряда нужно за заднюю стенку петли провязать полустолбики, то есть 35 полустолбиков. Опять делаю накид, нахожу следующую петлю, вот она у нас, ввожу крючок за заднюю стенку, подхватываю нить и провязываю полустолбик. Таким образом делаю до конца ряда. Таким образом повторяем постоянно первый и второй ряд. Провязали ряд до конца. И теперь, так как мы при вот таком поворотном ряду заканчиваем полустолбиком, поэтому здесь в конце ряда мы набираем не одну, а две воздушные петли. Первая, вторая. Приступаем к вязанию третьего ряда. Здесь опять делаю накид, нахожу, вот у нас первая петля, ввожу крючок только за заднюю стенку, нить подхватываю и провязываю полустолбик. Теперь нам нужно опять провязать 35 полустолбиков за заднюю стенку петли. Далее провязать 5 столбиков без накида. Провязала 35 полустолбиков и теперь нужно провязать 5 столбиков без накида. То есть я думаю, уже здесь примерно схема понятна. Мы сейчас с вами провяжем эти 5 столбиков тоже за заднюю стенку. Далее набираем одну воздушную петлю, так как мы заканчиваем вязание сейчас на столбике без накида, поэтому набираем одну воздушную петлю, вязание разворачиваем и приступаем к четвертому ряду. Провязываю сначала 5 столбиков без накида, далее 35 полустолбиков. И таким образом провязываем, пока ширина нашего изделия не достигнет 17 сантиметров. И я провязала 17 сантиметров, у меня получилось 12 рядов. Теперь мы будем делать отверстие для глаз. Я остановилась внизу изделия, то есть макушка у меня вот здесь находится. Сейчас мы провяжем полотно, далее прикрепим нить и сверху также провяжем полотно. Таким образом у нас здесь получится отверстие для глаз. И так как я остановилась внизу, я отсчитала 18 столбиков, то есть мы с вами сейчас будем постоянно провязывать в одну и в другую сторону по 18 полустолбиков. Эту деталь, эту часть точнее, мы пока не трогаем. Набираю 2 воздушные петли, вязание разворачиваю и провязываю 18 полустолбиков. Провязала 18 столбиков, теперь набираю 2 воздушные петли и вязание разворачиваю. Таким образом нам нужно будет провязать, считая вот от этого места, 17 сантиметров. И провязала чуть меньше 17 сантиметров, так как не довязывала 12 ряд, то есть у меня здесь всего 11, и нам нужно остановиться вот здесь вот в верхней точке. Нить здесь обрезаем
и ее вытягиваем. Дальше ее нужно будет спрятать на изнаночной стороне. И теперь будем приступать к вязанию вот здесь вот детальки. Мы начинали вязать вот с этой стороны, поэтому сюда и будем подставлять нить. Далее будем делать следующим образом. Вот здесь у меня стоит маркер. Я отступаю 2 столбика. Вот первый, второй. И начинаю вязать с 3-го столбика. Это как раз таки будет щель между 2 деталей. То есть ввожу крючок вот сюда. Теперь берем нить, вот так располагаем и ее вытягиваем. То есть у нас получилась вот такая петелька. Теперь набираю 2 воздушные петли. Первая, вторая. И теперь нам нужно провязать 14 полустолбиков. И при этом вот эту ниточку мы будем прятать. Таким образом делаю накид, завожу крючок за заднюю стенку петли, и внутри у нас находится ниточка. Вытягиваю теперь рабочую нить и провязываю полустолбик. Первый готов. Далее опять делаю накид, нахожу второй столбик, вот, завожу крючок за заднюю стенку, нить вытягиваю и провязываю. Таким образом у нас получается 14 полустолбиков и завершаем ряд 5 столбиками без накида. То есть это у нас макушка, здесь мы ряды вяжем точно так же, как делали до этого. Таким образом нам опять же нужно будет провязать 11 рядов. Набираю 1 воздушную петлю подъема, вязание разворачиваю и начинаю вязать уже на другой стороне. И уже должно получаться вот так. Провязала 11 рядов и сейчас будем приступать к 12-му и присоединим вот эти 2 детали. То есть вязание разворачиваю, опять же провязываю 5 столбиков без накида и далее 14 полустолбиков. И теперь довязала вот эту детальку, теперь нам нужно вязание соединить, то есть вот эти 2 детали. Мы с вами в самом начале вот здесь пропускали 2 петли, поэтому я набираю 2 воздушные петли. Первая, вторая. Далее мы соединяем вот эти 2 детали. Делаю накид и начинаю провязывать вот сюда в первую петлю. Провязываю теперь полустолбиками до конца ряда. И таким образом вязание у нас соединяется. Довязываем ряд до конца. И у нас должно получиться вот так. Довязала ряд. Теперь опять набираю 2 воздушные петли и вязание разворачиваю. Провязываю до вот этих воздушных петель. Я покажу, как по ним вязать. И дошла до вот этих 2 воздушных петель. Здесь также опять делаем накид и ввожу крючок за заднюю стенку. Провязываю первый столбик, нахожу вторую петлю и провязываю второй столбик. И теперь вяжем полустолбиками и последние 5 провязываем просто столбиками без накида. То есть мы возвращаемся к вязанию, которое у нас было с вами изначально. Я провязала от вот этого отверстия 8 рядов. И всего сейчас ширина моего полотна составляет 46 сантиметров, что на 10 меньше, чем обхват головы. Поэтому если вы хотите более широкую модель, тогда провяжите еще несколько рядов. Таким образом можно регулировать размер балаклавы. Теперь будем соединять деталь в круг. Для этого я складываю вот так вот изнанкой к изнанке. То есть соединяю начало и конец вязания. Хочу заметить, что я завершила ряд вот здесь вот в конце изделия, для того, чтобы мы сейчас соединительными столбиками провяжем и также макушку с вами обработаем. И теперь ввожу крючок вот в эту последнюю петлю и ввожу его вот сюда, где у нас были 2 воздушные петли. Нить у меня находится вот здесь, сбоку.
я вытягиваю рабочую нить и прохожусь через петлю на крючке, то есть как бы делаю соединительный столбик. Далее мы будем провязывать соединительными столбиками. Для этого я ввожу крючок за заднюю стенку петли и далее ввожу вот сюда, на противоположной стороне, также за стенку воздушной петли, которую мы с вами набирали в самом начале. Теперь я подхватываю рабочую нить и прохожусь через все 3 петли с крючка. Таким образом сделала соединительный столбик. Теперь нахожу следующую воздушную петлю, только заднюю стенку, петлю с другой стороны, подхватываю нить и прохожусь через все петли с крючка. И так продолжаю до конца ряда. Если так совсем не получается, то можно сшить полотно. Завершила шов. Далее нить обрезаем, оставляем где-то 30-40 сантиметров и вставляем ее в иголку. Сейчас мы будем стягивать макушку. Делать это нужно очень аккуратно. И вот таким образом я по верху макушки прохожусь иголкой, подхватываю эти верхние петельки. Далее вытягиваю нить. Сильно пока не затягиваю. И продолжаю так до конца. Постепенно начинаю стягивать круг. Вот так должно получиться. Вот эту ниточку мы теперь выводим на изнанку и там ее закрепляем. То есть провязываем узелки. Все, эту нить нужно спрятать в полотно и можно обрезать. Далее приступаем к ушам. Уши вяжутся очень просто. Нам нужно будет сделать 2 вот таких прямоугольника, по одному на каждое ухо. И приступаем к набору петель. Вот этот кончик нужно оставить подлиннее, так как он нам еще понадобится. Набираем 13 воздушных петель, точно так же, как мы делали с вами в начале вязания. Далее в 3-ю петлю от крючка начинаем вязать полустолбики. То есть здесь такая же технология, и всего нам нужно провязать 11 полустолбиков. В каждом ряду у нас будет их по 11 штук. Завершили первый ряд, опять набираем 2 воздушные петли, вязание разворачиваем и вяжем уже по обратной стороне. Также провязываем за заднюю стенку петли 11 полустолбиков. И таких рядов нам нужно провязать 10 штук. Мы сейчас уже на 2-м. И увидимся, когда провяжем все 10 рядов. После того, как завершили вязание 10 рядов, обрезаем нить, оставляя достаточно длинный кончик, чтобы нам хватило и для сшивания, и для пришивания его к основному полотну. Теперь вставляю нить в иглу, и вот этот прямоугольник нам нужно вот так вот сложить пополам. Далее, вот у нас идет нить, мы подхватываем вот так одну сторону, далее подхватываем нить от другой стороны, можно даже вот так 2. Теперь возвращаемся к противоположной стороне, и таким образом нам нужно полотно сшить между собой. То же самое нужно будет сделать с противоположной стороной. Мы как раз здесь оставляли ниточку перед началом вязания, поэтому ей можно воспользоваться и пришить.
Вот так у нас должно получиться. И кончик, который покороче, мы вводим внутрь. И там его можно и оставить. А вот этот, который подлиннее, мы выводим вот сюда в начало. И теперь вот наша деталь, вот наш шов. И мы ее поворачиваем вот таким образом. И вот такое ухо у нас получилось. Нужно сделать еще одно. Теперь остается только пришить уши. И я их пришиваю на уровне 3-го ряда. То есть вот от этого места отсчитываю 3 ряда. 1, 2, 3. И вот за вот эти петли буду подхватывать. А от макушки отсчитываю 5 сантиметров. Вставляем нить в иголку. Вот так поворачиваем. И начинаем пришивать. Подхватываю деталь от самого изделия и подхватываю ухо. Ну а на этом сегодня все. Если понравился ролик, то поддержите его лайком и комментарием. Всем пока!